Добрый день, мои любимые леди. Зовут меня Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Сегодня у нас будет расклад карт Таро. Его мысли обо мне прямо сейчас, что он чувствует вам сегодня. Давайте сделаем такой расклад Таро. И узнаем, что он думает о вас прямо сейчас. Итак, его мысли о вас. Что влияет на его эти мысли? Что еще карты Таро нам хотят сказать дополнительно? Смотрите, я обязательно спрашиваю, что еще карты нам хотят сказать дополнительно, потому что не всегда мы правильно можем сформулировать вопрос. Итак, смотрим. Его мысли о вас прямо сейчас. О, прекрасно. Смотрите. Он думает о вас как женщине, которая видит все. То есть выпала карта императрица. Это и хранительница очага, и будущая мать его наследников. Та женщина, с которой он хочет быть. То есть чем-то вы таким ему откликнулись, что есть только в вас. И он именно видит, что вы женщина, именно его судьба. Но очень странно, что сейчас он выбрал позицию, выпала карта отшельника. Он почему-то отстранился от вас. Возможно, просто не проявляет себя так, как проявлял ранее. Возможно, какие-то у него проблемы более важные, которые нужно решить в этот момент, или просто о чем-то подумать, или уйти в себя. Но, возможно, он обижен на вас за что-то. Что-то произошло. Дальше, может, расклад покажет. И почему-то он думает, что вы очень легкомысленный человек. То есть, или в этой ситуации сейчас легкомысленны. То есть вы радуетесь, танцуете, как подросток. То есть не совсем он видит, для того, чтобы подойти к вам, видит вашу... Ну, он видит вообще вас на роль своей женщины по жизни. Но что-то еще в нем отталкивает, задвигает от вас. Ваша какая-то позиция, что вы достаточно веселый человек, может, у вас очень много идей, ну, то есть ведете себя немножко, ему кажется, что вы как подросток, и это его отодвигает от вас. Хорошо. Что повлияло на эти его мысли? Угу. Очень интересно получается. Смотрите, выпала карта башни, то есть разрушения. Возможно, произошли какие-то события или в вашей общей жизни, или в его жизни, которые сейчас очень сильно его удручают. И то есть ситуация так складывается, что ему сейчас нужно решать эти проблемы. Возможно, это также воздействие кого-то извне. Давайте посмотрим на оракуле. Извне на ваши отношения. То есть, ну, возможно, просто ваша какая-то ссора или какие-то жизненные препятствия, которые мешают, не знаю, другая женщина, другой мужчина у вас. Давайте посмотрим, что нам оракул по этому поводу скажет, что так отвлекает. Нет, это не...
ключ. Ну, смотрите, оракул говорит, что одна из причин это то, что он сейчас думает о квартирном вопросе, что-то связанное с его или вашим месте проживания. И он проявляет силу, чтобы решить эту проблему, да. Вот смотрите, он посадил деревце, да, дал очень много разного удобрения, мыслей, планов, все остальное, и он его растит, да, он ждет, когда оно взойдет. Потому, видимо, он сейчас это шоу, потому что он решает, что ему нужно вообще в жизни. Хорошо, что карты нам еще хотят сказать по поводу этих отношений? Его мысли, точнее. Звучал так вопрос. Ну, карты говорят, что он действительно очень много сейчас в раздумьях, чуть ли не медитациях, чтобы защитить себя, защитить ваши отношения. То есть он думает об этом. Видимо, какие-то есть нападки на ваши отношения, и проблемы он эти решает. Возможно, это родственники или друзья что-то говорят плохое о вас, то есть, что вы там не пара или еще что-то в этом стиле. И он с этим очень серьезно борется. Это туз мечей, то есть он борется серьезно с этой проблемой. И также карты еще говорят о том, что он очень думает о достатке вашем, и своем, и вашем, то есть совместном достатке. Он знает, что вы женщина, которая необходимы деньги, которая стоит того, чтобы ей приносить подарки, дарить подарки, обеспечивать ее. То есть он над этим думает. Но эти мысли его мне, в принципе, нравятся. Давайте теперь сделаем так. Ну, у нас тут канал не для волчиц, которые воют на Луну, а мы боремся за отношения, если есть желание. Давайте из этого расклада уберем все негативные карты. Да, и в конце сделаем, обратимся к высшим силам рода, к ангелам-хранителям, к высшим силам, чтобы препятствия, которые есть в этом раскладе, мы смягчили или, возможно, даже убрали. Так, что у нас здесь? Так, оставляем вас, естественно, его женщиной идеальной, которую он видит. Убираем его отшельнический сейчас настрой, да? То, что вы веселая, мы оставляем. Расклад же для вас, а не для него. Естественно, убираем карту башни. Никаких трудностей внешних в ваших отношениях не нужны. И совершенно ни к чему. Оставим то, что он сильный. Оставим то, что он сеет и будет собирать плоды своей работы, своих отношений, своего будущего. Уберем также не сильно плохая карта раздумья о том, чтобы защищаться, но ее уберем для того, чтобы не было ситуации, чтобы нужно было защищаться. Да? Как воина хорошего его оставим, естественно, оставим, что он хочет вас обеспечивать и хочет расти с достатком. Так, работаем над вот этими картами, девочки. Как мы работаем? Кто еще не видел? Мы сейчас, пока я ищу карты, которыми перекрыть эти препятствия в нашем раскладе, вы пока вспоминайте, пожалуйста, свой род, вспоминайте, кто у вас может за вас там постоять, кто уже не с вами. Это очень эффективно. Естественно, вспоминаем ангела-хранителя. И сейчас поработаем над этим. Так, мы накрываем
картой Верховный суд и картой мир. Итак, обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги и чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия Верховным судом, да будет так. Так, смотрим, подействовал ли наш... Ушли ли препятствия, те, которые есть сейчас в этих отношениях. Так, смотрим, как подействовала наша просьба к высшим силам. Смотрим такой мини-расклад Таро, подействовал или нет. Так, я не работаю с перевернутыми картами, это случайность. Так, королева мечей и 0. Не подействовал. Продолжаем. Девчонки, сконцентрировались, пожалуйста. Давайте, видите, казалось бы, такие мелкие проблемы, а так тяжело решаются. Да? Так. Еще раз. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад Таро. Просим, чтобы все мечты сбылись, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы деньги всегда были и их на все хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Да будет так. Так, смотрим еще раз. Услышали ли нас силы рода, высшие силы, ангелы-хранители? Так. Ну, смотрите. Да, человек теперь будет испытывать положительные эмоции по отношению к вам, то есть его будет тянуть к вам, как вот лестница, идущая вверх. Он получает позитив, да. Но осталось еще какое-то воздействие на ваши отношения извне. Да. Ну, здесь мы это не уберем. То есть, девочки, что смогли, убрали. То есть, карты показывают, не у всех убралось. Можете пересмотреть это видео еще раз. Именно там, где я говорю это, и приложить усилия. То есть, не всех убрался негатив, который воздействует на эти отношения. Итак, спасибо вам за просмотр. В комментариях пишите спасибо, да будет так, чтобы усилить результат от того, что мы убирали препятствия, обращались к высшим силам. Также буду рада лайкам, комментариям, подпискам, потому что канал я только открыла, ему буквально второй день, и для меня это сейчас важно. Важно для того, чтобы мотивироваться к следующим раскладам и помогать вам, мои любимые леди. Хорошего дня и хорошей ночи. Ваша Луна.